Здравствуйте, друзья! Что-то, наверное, сказать я не то. Начинал видео из колес, а сейчас показываешь редуктор какой-то непонятный, кстати, конический от какого-то мотороллера. И угловой, для того, чтобы можно было передать вращательное движение от шкива мотоблока на грохотную мою старую картофелекопалку, которая работала и с мотоблоком Нева, и вот с гибридным мотоблоком. Ну, друзья, вся фишка в том, что еще усилия можно каким-то образом передать с одного с мотоблока на копалку. Но вот как передать, чтобы была сила с мотоблока на картофелекопалку, чтобы колеса не буксовали? Для этого, конечно, нужны, друзья, именно увеличенные колеса. Потому что и клиренс вот здесь, если глянете, здесь вообще, наверное, будет цепляться редуктор об гребень. Да и тяги, конечно, на таких колесах, вы можете сами сравнить, никакой не будет. Поэтому сейчас у меня пополнился, как говорится, ассортимент в гараже или в мастерской вот этими новыми колесами, но уже в отличие от предыдущих, которые я показывал в прошлом году, вы смотрели здесь на 15 дюймов, эти же колеса на 14 дюймов. Называются они тоже Агрофермер. Отливаются они, якобы написано в Германии, но, наверное, это ли Польша, ну, короче, Европа. И размер этих шин 6,5, 80 на 14. Я сделаю краткую характеристику и сравню и с предыдущими шинами. И почему эти шины, возможно, даже одни из самых удачных и лучших. Ну, во-первых, если сравнивать по характеристикам 15 диаметр в дюймах, если брать, то здесь ширина протектора 17,5 сантиметров. Если мы будем сравнивать вот эти же шины на 14 дюймов, здесь практически те же 17,2. То есть ширина одинаковая. Но здесь в этих новых шинах на 14 дюймов длина грунтозацепов 12 сантиметров, а в шинах на 15 дюймов длина грунтозацепов всего лишь 11, сейчас одну секундочку, 11,5 сантиметров, то есть даже еще на полсантиметра меньше. И вот таким образом, плюс здесь еще добавлена такая средняя дорожка, она будет как раз делать более-менее прямолинейное движение, это еще будет один плюс. Теперь дальше. Почему эти шины лучше, чем вот эта китайская пластмасса? Ну, на мой взгляд, лучше поставить вот такую покрышку. Она, кстати, по цене довольно, ну, будем говорить, приемлемая. Если привести ее в доллар эквивалент, это, наверное, меньше 30 долларов такая покрышка стоит. А если в гривнах, то 1100 и меньше даже бывает. Но вся проблема в том еще, или плюс ее, что почему-то покрышки на 14 дюймов, они намного дешевле, чем покрышка на 13 дюймов. И всего лишь навсего забиваешь на OLX или на другом поисковике, на разборках, вот диски, которые имеют разболтовку в диаметре 100 мм. В данном случае хорошо подходит диск от Renozy 100 мм в диаметре, и внутренний диаметр в динах, он идет 60 мм. То есть этот как раз идеально, друзья, становится и на ступицу, которая идет от тяжелого мотоблока, и вот на ступицу, которая у меня есть разблокиратор. То есть не надо не идти к токарям, не надо каких сварочных работ, поставил и все. И цена его всего лишь, ну, меньше 10 долларов. Но это вообще просто песня. И катайся себе с удовольствием. Я думаю, что многие уже пользуются такими дисками и шинами, и они, наверное, довольны. Я думаю, что если было бы интересно, кто уже пользуется долго этими колесами, написали в комментариях. Потому что интересно, чтобы я не говорил, то может сказать, что я рекламу кому-то делаю. Но, на мой взгляд, 14-дюймовые шины, они получше, чем 13-дюймовые. Потому что не надо них колхозить с диаметрами, не надо ничего делать. Высота 60 сантиметров. Это практически, ну, самый лучший вариант, который может быть для любого мотоблока. Хоть для такого мотоблока, ДТЗ или там подобного, хоть для мотоблоков дизельных или гибридных, которые находятся у меня. Вот так, друзья, такое краткое, какое-то беглое, бегом сделал обзорное видео. Может, я что-то упустил, что-то не рассказал, что-то забыл рассказать. Задавайте вопросы в комментариях, постараюсь ответить. А сейчас я произведу переобулку этих колес вот на эти ступицы, и посмотрим, как оно будет выглядеть, что получится. Итак, друзья, установил эти шины на мотоблок ДТЗ 577 лошадиных сил. С такими колесами этот монстр теперь будет рвать и метать. Конечно, ну, еще одна фишка такая вышла. Пришлось диски вывернуть внутреннюю часть, вовнутрь мотоблока, потому что эта часть еще колеса не цепляла ни за что, а вот правая часть шины
цепляло именно вот за эту участок рамы. Поэтому пришлось колеса вот таким образом развернуть. И колея сейчас получилась по центрам 71,5 сантиметра. Как раз для картошки то, что надо. А если еще на этот мотоблок, да поставлю вот диски, я нашел какие-то свои старенькие в гараже. Опа! Красотень. Вот такая вышла красота. Ну и сейчас испытаем его на тяговое усилие. На что он способен. Опа! Ну что, супер. А, еще что заметил, одну фишку. Надо еще делать подножку увеличивать, потому что с этой подножкой он становится слишком опущенным вниз, и это не совсем есть хорошо. Ну что, тяговые усилия мотоблока на этих шинах, даже без груза в колесах, вполне нормальные. Кстати, этот мотоблок пару лет назад тестировался на увеличенных шинах Бизон двухкорпусным плугом, и тоже был неплохой результат. Ну а теперь заодно давайте протестируем этот мотоблок на скорость, и пускай он едет куда ему захочется. А всем, друзья, желаю мирного неба, здоровья, удачи, успехов и до встречи на канале. А у кого какие будут вопросы, пишите в комментариях. На все всегда стараюсь ответить. До свидания, друзья!